Утром Роузи Уилсон собиралась на внеплановую смену в офис крупной компании в Лондоне. Такие дневные смены она не любила. Слишком много взглядов, слишком много требований. Но отказаться было нельзя. Школа сына была закрыта, и 12-летний Люк Уилсон поехал с ней. Он тихо сидел в коридоре для персонала, прижимая к груди старый рюкзак и потрепанную тетрадь. В ней были записи на немецком языке, который ему с детства привила бабушка, эмигрировавшая когда-то из Берлина. Люк не считал это чем-то важным. Это было просто частью дома, воспоминанием, способом не потерять связь. На верхнем этаже офиса царило напряжение. Руководство готовилось к решающему звонку с партнерами из Мюнхена. Контракт был крупным, и генеральный директор компании Майкл Харт дал понять, если сделка сорвется, последуют сокращения. Проблема была в одном – переводчик не выходил на связь. Когда зазвонил телефон, в переговорной повисла тишина. Один из сотрудников взял трубку и почти сразу побледнел. Говорили по-немецки, быстро и раздраженно. Никто в комнате не мог уверенно ответить. Пауза затягивалась. Звонок вот-вот должен был оборваться. В этот момент голос из коридора тихо сказал: «Он сейчас повесит трубку». Дверь распахнулась. Взгляды упали на мальчика рядом с тележкой для уборки. Роузи побледнела, пытаясь извиниться, но Майкл Харт остановил ее жестом и посмотрел на Люка. «Ты понимаешь немецкий?» «Немного», — честно ответил мальчик. «Я слышу, что он спрашивает, есть ли кто-нибудь, кто может говорить с ним напрямую». Телефон все еще был на линии. «Дайте ему ответить», — после короткой паузы сказал директор. «Ответственность беру на себя». Люк взял трубку дрожащими руками и заговорил. Спокойно, аккуратно, без лишних слов. Он не пытался играть взрослого, просто слушал, уточнял, передавал смысл. Он вовремя заметил, где формулировка могла прозвучать как пустое обещание, и предложил более точный вариант. Немецкая сторона сменила тон. Разговор из угрозы превратился в переговоры. Через несколько минут звонок закончился. Контракт еще не был подписан, но он был спасен. В комнате стояла тишина, не радостная, а ошеломленная. Люк вернул телефон и тихо спросил: «Можно нам идти?» Позже Майкл Харт пригласил их в кабинет. Он не благодарил и не делал громких выводов. Он просто слушал, как Люк рассказывал о бабушке, которая учила его языку не ради пользы, а ради памяти. «Ты не учил язык, чтобы однажды кого-то впечатлить», — сказал директор. «Ты учил его, чтобы не потерять человека. Иногда именно это и оказывается самым ценным». На следующий день Роузи снова вышла на смену. Все было почти так же, та же форма, та же тележка, но взгляды в коридорах стали другими, чище, тише, а Люк сидел за школьной партой, не думая о контрактах и миллионах. Он просто знал, что в тот день поступил правильно, и этого было достаточно.